А я иду такая вся в Дольче Габбана. Всем привет, народ! Смотрите, чем обзавелся. Вот такая вот огроменная, здоровенная сумка для инструмента от Шидоку. Ну что ж, давайте посмотрим немножко ее поближе. Значит, точно такую сумку, только в размере 13 дюймов, я покупал это лет 7 назад. И по сей день ношу ее на работе. Она меньше у меня, но тоже практичная, вот точно такое же качество, как и данной сумочки. Поэтому смотрим. Ну что ж, рассмотрим сумочку поближе. Давайте я вот так вот немножко покручусь, поверчусь, чтобы вы могли посмотреть данную сумку со всех, так сказать, ракурсов. Сумочка просто зачетная, друзья. Всем буквально рекомендую. Ну что ж, поехали. На лицевой стороне, как мы видим, имеются 3 кармана. Карманчики такие не маленькие. То есть в эти карманы можно спокойно положить по одному аккумулятору где-то на 4-6 ампер-часов. Вот один, точно такой же второй. Значит, с противоположной стороны имеются точно такие 3 кармана, но уже без клапанов. По торцам с двух сторон имеются вот такие карманы. То есть очень такие объемные. Дно, друзья, пластик. Непробиваемый, неубиваемый. Почему говорю? Потому что точно с такой сумкой, но уменьшенной ее копией. Есть на канале у меня несколько обзоров. Это примерно, кому интересно, лет 6-7 назад я делал несколько обзоров. Там есть и на 13 дюймов сумочка, то есть примерно вот такая, с которой я по сей день хожу на работе. Вот, и которых я купил очень много своим коллегам. Вот тоже они ходят с такими сумочками. И есть еще обзор на сумку точно такую 16 дюймов. Она немножко побольше, примерно вот такого размера. Тоже покупал по просьбе коллеги. Ну что ж, продолжаем. Значит, имеются вот такие 4 лямочки с 4 такими металлическими петлями. Петли примерно толщиной по миллиметру. Сталь. Вот здесь, на каждой стороне пришиты вот такие лямочки. Пришиты достаточно качественно, надежно, не порвешь. То есть, что касаемо дна, на работе эта сумка у меня и падает с высоты, и я ее сам, бывает, бросаю, да. Вот, и дно никоим образом не пробивается, там, ну, короче, ничего ему не делается. Вот уже практически, наверное, 7 лет. Здесь точно такое же качество. Дальше что? Особое внимание на ручки. Ручки складные. То есть, видите, сложил ручки, и они как-то аккуратно и красиво висят. А не так, что бывают просто такие тропичные ручки, они там болтаются, как в проруби, да? Отлично. Поэтому это тоже важно. Плюс ко всему, ну, я уже складывать не буду, очень удобно носить. То есть, смотрите, какая широкая рукоятка. Вот взял и понес. Плюс ко всему имеется вот такая наплечная шлеечка. Вот, которая пристегнута карабинами. Карабины металлические, качественные. Имеется регулировка длины ремня. Ну и, конечно же, вот такой вот широкий, толстенький, хороший наплечник. То есть для того, чтобы во время переноски сумки нам вот эта вот шлеечка не резала плечо. Ну что ж, открываем внутри, смотрим, как устроена наша сумочка. Двойной замочек. И вот так вот все это дело выглядит. Значит, набросал я для наглядности 3 инструмента. Вот, и вы сами видите, что даже дно у данной сумки не полностью заполнено. А это циркулярка, друзья. Это не хухры-мухры, она занимает очень много места. Это гайковерт, и это, ну, вот для наглядности бросил секаторчик, да. Что у нас внутри? Опять же, с этой стороны обращайте внимание на швы, как все прошито четко. Имеются вот такие вот, по 2 сторонам одинаково, вот такие кармашки. Где-то изоленту, не знаю, какие-то саморезики, клипсики, все сюда можно набросать. Опять же, имеются здесь карманчики такие, довольно немаленькие. Вот, по обеим сторонам. Ну и опять же, вот с этой стороны тоже, видите, карманы. То есть, очень удобно и практично. Я, бывает, когда еду куда-то что-то делать, допустим, к дочери по ремонту, да, я всегда весь инструмент раскладываю по пакетам, вот этим магазинным целлофанным маечкам. И они, блин, что, инструмент у нас, вот если посмотреть, он имеет такую угловатость, да. И постоянно в самый неподходящий момент несу в квартиру эти сумочки, и это все рвется, выпадает, падает, короче, хана всему.
Вот. А я, конечно, не любитель хранить в кейсах, но вот эта сумочка, все побросал необходимое. Что у нас? Болгарка, перфоратор, реноватор, ну и шуруповерт. Этого нам, в принципе, достаточно. Ну и кучу аккумуляторов. Сюда можно нагрузить. А объем сумки, друзья, 50 литров. Габаритные размеры у нас 52 сантиметра длина, 28 сантиметров ширина и 34 сантиметра высота. Вот полная ее высота. То есть довольно такая вместительная сумка. Инструмента сюда войдет огромнейшее, друзья, количество. Вот еще разок покажу с той стороны. Извините, что снимаю с рук, просто так по-другому не знаю, как и вам все дело это продемонстрировать. Вот, просто замечательная сумочка. Всем буквально рекомендую. Качество огонь. Значит, на сегодня она стоит порядка 80 белорусских рублей. Ссылку я, как всегда, оставлю в описании к видео. Переходите, смотрите. Покупать, не покупать, решение за вами. Но я очень сильно ее рекомендую. Опять же, 7 лет я ношу сумку точно такого качества. И ничего с ней не делается, и нигде она не рвется. Ну вот моя сумка рабочая, точно такого формата и качества. Вот, всякой тут у меня ерунды валяется. И вот сумка коллеги тоже вторая. Третьего коллеги нет на смене, поэтому еще такая тоже сумочка есть. Ну и пару пацанов уже уволились. А так, точно такой формат сумок. Вот пластиковое дно. Ну вот как-то так. Тут в каждом карманчике всякая фигня, ножи и так далее. На сегодня, друзья, будем прощаться. Значит, на обзоре была вот такая сумочка от Шидоку. Бренд такой, да, вы все знаете прекрасно. Всем огромного здоровья, удачи и до новых видео. Пока. Сумка зачет, друзья. Желаю, чтобы все.